Это была обычная осень, когда Катрин покинула свой дом. Муж, Алекс, сильно разозлился. Ссора, как это часто бывает, началась с мелочи не так, как он ожидал. Приготовлен обед, не та обувь в шкафу, снова не по его, очередная ее недоработка. Его агрессия росла, и в итоге он выгнал ее из дома. В тот момент она стояла на пороге с чемоданом в руках и, как всегда, с беспокойством в глазах. Он не почувствовал ни капли сожаления. «Ты еще вернешься, если захочешь», — бросил он ей в спину. Катрин уехала в родной город, оставив все позади. Она не возвращалась. Время шло, и ее жизнь потихоньку начинала строиться заново. Трудности первых месяцев без жилья, без поддержки казались непреодолимыми, но она смогла. Друзья помогли, работа нашлась. Она поняла, что все можно восстановить, если быть готовой к борьбе. Прошло 5 лет. Катрин, став сильной и независимой женщиной, поняла, что ее жизнь не только восстановилась, она изменилась. Одним из самых удивительных поворотов судьбы стало то, что спустя 3 года после ее отъезда она встретила нового мужчину. Он был совсем не похож на Алекса. С ним Катрин чувствовала себя защищенной, любимой и, самое главное, свободной. Вскоре они узнали, что ждут 3 детей-тройняшек. Все предсказания врачей говорили, что вероятность такого события была крайне мала, но судьба иногда любит играть с нами по своим правилам. Мужчина, с которым она теперь делила жизнь, был успешным предпринимателем, и его жизнь тоже не стояла на месте. Спустя 2 года они решили, что пора вернуться в родной город, чтобы познакомить его с родными и, конечно, с детьми. Когда Катрин вернулась, это было не просто возвращение. Это было возвращение с размахом на вертолете. 3 малыша в специальных креслах, рядом с ней ее муж, а на фоне за окном знакомые улицы, дома и, конечно, тот самый дом, из которого она когда-то ушла. Алекс, теперь уже пожилой и одинокий, все это время не знал, что стало с Катрин. Когда он увидел, как вертолет приземляется во дворе, сердце его пропустило удар. Он не мог поверить своим глазам. Она вернулась, но не просто вернулась. Она вернулась не одна с 3 маленькими мальчиками, которые уже были взрослыми и уверенными в себе, как и она. Катрин вышла из вертолета с легкой улыбкой на лице. Ее жизнь была полна неожиданностей, но она уже не боялась перемен. Она не чувствовала ни обиды, ни злости. Лишь спокойствие от того, что она стала другой, гораздо сильнее. Алекс, стоявший в дверях своего дома, не знал, что сказать. Он так и остался стоять, не понимая, как сложилась эта история. Вместо того, чтобы встретить ее с обвинениями, он молча посмотрел на детей. Эти 3 мальчиков, похожих друг на друга, вернули ему воспоминания о прошлом, о тех днях, когда все казалось идеальным. Но в тот момент он понял, идеальные моменты не всегда означают счастье. Иногда за ними стоит что-то гораздо более важное, и Катрин по-своему это понимала. Она не ожидала возвращения, не просила прощения. Просто вернулась. Жизнь продолжалась, а все остальное осталось в прошлом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.